Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вечер у камина». За окном уже стемнело, крепчает январский мороз. И что может быть приятнее провести этот зимний вечер в такой уютной и по-настоящему теплой атмосфере, да еще и в компании с интересными собеседниками. Но сегодня мы будем с вами не только говорить, мы будем еще и петь. Не приглашу тебя туда, где мы попрощались навсегда. Не приходи, не приходи. Там, где у дороги есть финал, лежит начало всех начал, огонь любви. С тобой капризы, это тайна других берегов, других миров, других миров. Летящий снег долго падал на мокрый асфальт, возвращался назад снегопад той любви, что уже не найти. Летящий снег падал в руки мне на глаза, меня называл ты тогда летящий снег. Вы, наверное, все узнали гостей нашей сегодняшней программы: Марина Арсенова и Дмитрий Малышкин. И это еще не все, точнее сказать, не все. Особо мне хотелось бы представить человека, без которого и этот дуэт бы не случился, да и что греха таить, и один из музыкантов вообще бы не появился на свет. Это мама Марины Арсеновой, Вера Николаевна. Наверное, вот первое, что мне хотелось у вас спросить после такого замечательного исполнения: когда этот творческий дуэт у вас сложился, когда спелись, как давно? Это случилось совсем недавно, в этом году. Да, буквально вот готовились к фестивалям. У нас немножко другие песни в Бардовском. У Марины другие песни. Мне они понравились. Я с удовольствием делаю аранжировки к этим песням. Просто откуда-то из космоса приходят мне эти мысли музыкальные. И поэтому вот у нас сложилось. Я очень рада, вот, как мне приходят песни оттуда, и я не могу их донести так красиво, как это делает Дима. Он делает очень бережно и трогательно, поступает с моими песнями и делает им такую одежку, дарит, какую я и хотела для своих песен. Вообще вот так исполнять дуэтом, ну это комфортнее или наоборот, вот то за себя отвечаешь, а здесь вот так в паре? Играть в паре в любом случае это уже... С одной стороны комфортно, с другой стороны тут и слушать друг друга надо. Если сбился один как-то или не подать виды, или продолжать дальше. Не, в любом случае это здорово, чем одно играть. И, наверное, репертуар сразу расширился. Да, конечно. Маринины песни, некоторые мои, может быть, там какие-то есть тоже. Ну, в основном Маринины. У нее 800 песен, их не перепеть все. Начальство 600, да? 600, будет 800. Ну, вообще, вот основные песни, да, которые вы исполняете, большинство песен, это как раз, Марин, ваши песни, да? Пока ваши. да, мы просто не трогали Димина творчество, пока начали. с моего начали. Ну, вот интересно, как такое вот совпадение музыки и слов происходит, вот, не знаю, ёканье, что ли, такое внутри, когда вот читаешь стихи, да, и понимаешь, это же моя песня. Вот как это происходит? Можно читать много стихов, но просто те, которым суждено стать песней сегодня, сейчас, они сразу поются. Ко мне приходит музыка, когда я ее слышу сразу через себя. Мне не важно иметь рядом инструмент. Она просто звучит вот здесь звучит. Если не звучит, я пока эту песню не трогаю. Значит, не время еще. Вера Николаевна, ну а вы наверняка, вот, я не знаю, первый слушатель,
критик, да, советчик для дочери. Другому и быть не может. Но часто критикуете, Мария? Здесь, скорее всего, не критика. Просто я, когда слушаю, возможно, рождаются какие-то дополнительные идеи, могу посоветовать. Она может их принять, может не принять. И мы как бы вдвоем обсуждаем. Ну, как говорят, в спорах рождается истина. Поэтому это своего рода шлифовка. У нас есть свой критерий. Какой? Ёкнуло, не ёкнуло? Или какой-то Это другой? критерий искренности, который просто выходит в виде слез сразу. Это говорит о том, что значит оттуда, в самую точку, песни быть. Плачет мама или плачет Одновременно. Одновременно. Ты знаете, просто да. знакомишь с премьерой песни, и это происходит у той и у другой сразу. Если оно тронуло нас, оно тронет и любого слушателя. Как правило, оно так и случается. Вера Николаевна, вы же еще и сами пишете стихи. Получается, что музыка Маринина, стихи ваши, есть и такие, да, произведения? А вот чаще как бывает, что ваши стихи берет Марина и пишет на них музыку? Или вы Маринину музыку услышали и вот... Скорее всего, наверное, на стихи все-таки. Рождаются стихи, и, как правило, она входит в эти стихи, вот в этот ритм, и появляется песня. Она, конечно, может быть, потом претерпевает какие-то изменения, но, как правило, основное остается уже, вот, что называется, прям с первого маха. Ну, а вот есть разница, на чьи стихи пишете? Я не знаю, ответственность или что-то еще вот такое? Или неважно, главное, чтобы муза так пришла, скажем, Главное, да? что пришла музыка. Ну, в общем-то, все мои соавторы, они рады появлению наших общих детей, мы их так называем. Я всегда ставлю в известность своих авторов, стараюсь их находить, отсылать песни, потому что они должны радовать. Марина, у вас сыночек маленький. Вот колыбельные свои поете ему или общепринятые? Ой, так с колыбельными получилось так, что Артемия еще не было, а песни для него уже появились и пелись. Артемий их уже слышал, так сказать, уже Изнутри. изнутри не родившись, эти колыбельные он слушал, персональные. Ну вот бабушка творец, дочь творец, внук тоже будет творец, как думаете? Есть Это вот там задаток? решается. Надеемся, что чувство ритма у него есть, это уже однозначно. Дим, с Верой Николаевной все понятно, с Мариной все понятно, натуры романтические, да, очень творческие. С вами, когда прочитала все ваши регалии и заслуги, ну вот читаю сейчас для зрителей, для наших. Вы преподаватель Прокопьевского филиала КУСГТУ, заведующий кафедрой общепрофессиональных технических дисциплин, кандидат технических наук. Все правильно? Правильно. Скажите, пожалуйста, ну как вот эта физика, лирика в одном лице? Но Вот так? романтика всегда присущая. Физики, романтики. Физики, они же и лирики, говорят. Вот. На бардовских фестивалях взять. Народу полно. Разномастного народа. Говорится. Один депутат горсовета, другой физик. Ну почему нет? Ну, если, как говорится, в душе романтик, почему песни не писать? Их надо выплескивать, людям показывать, эти песни. Одно другому не мешает. Конечно, конечно. А это повседневные дела, они, конечно, это рутина. От нее устаешь, а здесь просто находишь отдушину. И живешь в ней, как говорится. Хотя бы мгновение. А ваше совпадение такое с музыкой, когда произошло? Музыкой Ой, с давно детства еще, занимались? конечно, давно. Я еще со времен профессионально-технического училища начал заниматься, и у меня была дилемма, как говорится, брат говорит: брат, научись на чем-нибудь играть. Я говорю: ну, а на чем лучше, на гармошке или на гитаре? Он говорит: конечно, на гитаре. Гитара популярна, а гармошка, что ты там будешь отплясывать, что ли, на ней? Ну, вот, я взял гитару, помаленько начали дергать струны. Один раз сижу просто на лавочке в деревне, дергаю струны, ну, учу там, разучиваю определенные пассажи. Один человек подошел, спрашивает: о, сыграй, чтобы душа развернулась, потом опять свернулась. Так, колхозник. И так, я не заметил, собрал, ну, человек 40 вокруг меня, и все слушают. А я говорю: я же играть-то не умею. Давай. Первые поклонники были, да? И все. И так и пошло, и у меня интерес появился. Не жалеете, что не на гармошке, а на гитаре сейчас? Жалею, ну как, немножко жалею, хотел бы еще на гармошке, пригодилось бы в любом случае. Потому что ансамблевая, там где-то подыграть и все. Ну, губная гармошка я использую. Вот так. Марина, а у вас почему гитара? Почему вы ей отдали предпочтение? А я опять же исполнила мамину мечту. У нее была розовая мечта, раз она не научилась играть на гитаре, она хотела, чтобы играла тогда дочь на ней. И я просто пошла и записалась в кружок. Еще когда училась в 8 классе общеобразовательной школы.
Дело в том, что я турист со стажем, и поэтому, видимо, заболела эта гитара еще в горах. Так получилось, что то ли время не выбрала, то ли достаточно желания было, сама не научилась. И смотрела на нее, у нее абсолютный музыкальный слух, это признала не я, а знакомые педагоги. И думаю, почему вы не гитара? Фортепиано занимает много места, была маленькая квартира. А думаю, вот тут со всех сторон. Марин. Да. Слышите, с выгодой. Выгодный. Вот. И она решила сначала сделать приятное, а потом, по-моему, уже и забыла об этом. Она так увлеклась, что она без нее себя не представляет уже. Но у вас теперь, Вера Николаевна, гордость так берет за дочь? Там не то, что гордость больше. А, вы знаете, это просто музыкальная терапия каждый день. Это очень полезно для здоровья, для нервов. Это для души очень хорошо. Какой бы ни пришел уставший, но когда берет Марина в руки гитару, а она берет очень часто, я не говорю уже про нас, члены семьи взрослые, малыш, он не остается равнодушным. Он подходит, надо видеть его глаза, он бросает все игрушки, он садится и слушает. А за новогодним столом есть какая-то традиция? То есть вот, кто-то посидел за столом, посмотрел телевизор, да, поиграл там в компании, а вы песни поете? Вот как у костра, так за столом за новогодним. В этом году мы пели песни и пели много песен. А что такого чудесного произошло с вами в прошедшем 2015 году? Допустим, я получил звание доцента по специальности технологии машиностроения. Для меня это чудесно. Изобретений несколько штук. В этом году Богат тоже на изобретение. Да? Да. Вот именно 15-й год 4 изобретения. У меня в этом году тоже чудеса же, они подготавливаются. Видать, я очень долго просила о том, чтобы был вечер, о том, чтобы и мечтала я о творческом вечере, так, чтобы это были живые инструменты, живая музыка, живая гитара. И вот мы в начале программы говорили о том, что наш дуэт совсем недавно сложился. И благодаря этому, именно нашей встрече, и совсем недавно, в 31 октября, был мой творческий вечер, который прошел замечательно в культурно-выставочном центре «Вернисаж». Все было так, как мы планировали, так, как мы хотели. И это тоже чудо. Вера Николаевна, но у вас были в жизни чудеса в этом году? Самое главное чудо у меня произошло в 2013 году. Долгожданный внук появился, это правда было чудо. И вы знаете, с тех пор оно не прекращается. Каждый день это новые открытия, это чудеса, потому что у нас такой фокусник рядом. Новогодние и рождественские праздники – самое время исполнять и чужие мечты. Причем не только мечты родных, друзей и близких, но и совсем незнакомых. Тех, кто особенно ждет и верит в чудо. Гости нашей программы не смогли пройти мимо очень доброй акции «Рождество для всех и для каждого». Девчонки и мальчишки, оставшиеся без родительской любви и заботы, развесили на елках в торговых центрах свои послания Деду Морозу. Сегодня к нам на программу пожаловал еще один гость, маленький гость. Коль, здравствуй. Здравствуйте. Здравствуй. Вот ты, наверное, тоже писал, да, открытку Деду Морозу? Писал открытку. Ну и что ты такое там написал Деду Морозу? Машинку. Чтобы он тебе принес машинку? Мечта сбылась. Коль, когда вырастешь, скажи, пожалуйста, ты какую машину бы хотел, какой бы машиной управлял? КамАЗ. Хочешь водителем КамАЗа быть? Ну, я думаю, все получится, да, тренироваться есть теперь на чем. Коль, ну, а ребятишкам в детском доме поделишься, дашь погонять на машине? Да. Скажи, пожалуйста, вот знаешь, кто тебе подарил? Дед Мороз. Ты знаешь, что Дед Мороз перепоручил вот дяде и тете? На знаешь? лесу зайчик передал. Да? То есть Да. он через зайца? Через зайчика. Скажи зайчику спасибо. Спасибо, зайчик. Давайте мы сделаем общую фотографию на память. И это еще не все чудеса на сегодня. Капитан Никифоров, районный отдел полиции. Чем могу быть полезен? Вам знакома эта женщина? Помогите. Алло. Дядь Лёш, привет! Привет, Сережа! Ну что, значит, так и будешь встречать Новый год, как собирался? Да, дядя Лёша, буду как собирался. Дома один.
Марина, то, что мы сейчас увидели, еще и услышали, это как раз вот из разряда новогодних чудес. Ведь музыку к художественному фильму «Заказ на одного» вы написали, правильно? Да, но я написала именно песенную часть, главную песню к фильму. И лейтмотив этой песни звучит на протяжении всего фильма, готовит. То есть это как он сопровождает лирическую тему героев. Как только у них завязываются отношения, звучит вот этот лейтмотив. Это очень приятно. И к концу песни это стреляет фейерверком, и все 2 куплета идут. Ну вот расскажите, мы никто и телезрители не видели этого фильма. Что это за фильм, где он снимался? Вообще, как девушке из Прокопьевска получилось вот поучаствовать в создании этого фильма? Это действительно одно из чудес, и, наверное, такие чудеса происходят с теми, кто в них верит. Моему участию в этом фильме, как композитору, посодействовал поклонник моего песенного творчества. Он живет в Москве. Ему настолько нравились мои песни, что он хотел, чтобы имя мое как композитора звучало не только в пределах там, Кузбасса или Сибири, а за его пределами. И он показал несколько песен моих своему другу. Этот друг оказался еще и продюсером компании АТК «Студия» Александру Аркадьевичу Тютрюмову. Российский зритель знает его по таким сериалам, как «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей». Предложение не заставило себя долго ждать. Тут же как раз решили ставить новогодний фильм. Как обычно, новогодний фильм делают летом. Сценарий разрабатывался где-то до марта, до конца марта. Съемки велись апрель-май. И где-то в первых числах июня заканчивалась финальная сцена новогоднего фильма. И вот в 2012 году он уже был готов. Но там же еще есть один такой небольшой секретик, да, Вера Николаевна? Стихи-то ваши были? Вот так получилось, что когда пришла канва этого сценария, мы прочитали и уже поняли, что от нас ожидается, как это все они представляют себе, создатели этого фильма. Ну, работать было нетрудно, было интересно. У меня, по-моему, стихи родились как-то вот сразу, вот так на одном дыхании. Но встречаются 2 молодых, обязательно снег, обязательно мандарин, обязательно счастье, ожидание этого счастья, ожидание чудес. Ну, поскольку нам все это близко каждому, мы этого всего и ждем к кануну Нового года, поэтому оно ложится на бумагу само. Ну, давайте, наверное, поздравим вот этой песней из кинофильма всех наших телезрителей с Новым годом. С новым счастьем! Ура! Девочка, молодец, молодец, понравилось. Листы теряет календарь, уходит год, и в дни последние декабрь ускорил ход. Мерцают радужно витрины, искрят иголки, опять как в детстве мандарины и запах елки. Пусть колдунья метель заведет карусель, и как в юности вновь нам подарит любовь. Пусть решит все сама чародейка зима и пошлет в добрый час радость встречи для нас. Пускай со светлым Рождеством под тихий звон, о чем мечтали мы вдвоем, войдет в наш дом. Под белым кружевом зимы, под пеленою мы все желания воплотим легко с тобою. Пусть колдунья метель заведет карусель, и как в юности вновь нам подарит любовь. Пусть решит все сама чародейка зима и пошлет в добрый час радость встречи для нас. Марина, Дмитрий, Вера Николаевна, большое спасибо, что отложили все свои дела, сегодня заглянули к нам на огонек. Было очень приятно с вами общаться. Спасибо, взаимно. Спасибо.
Всех телезрителей я еще раз поздравляю с январскими праздниками и жду завтра в это же время на нашем канале. Заходите, будет интересно.